Воздушное перемирие или выдумка? После встречи Трампа с Путиным медиа закипели слухами, и уже известна дата следующей встречи. Европа в панике после Аляскинского саммита. Послы стран ЕС экстренно собираются в Брюсселе. Одна из самых сильных армий мира готова к отправке своих солдат в Украину. На чьей стороне они будут воевать? Массовый исход или новые рекорды России? Уникальное предложение за возвращение домой. Что это за акция такая? Полиция снова пакует протестующих. Они требуют максимально радикальных действий от президента, но тот согласится только на досрочные выборы. Успокоит ли это толпу? Эти и другие самые важные события вечера субботы 16 августа. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. В воздухе запахло перемирием? Скорее всего, да, во всяком случае, до встречи двух президентов и Путина. Но фактов ноль. Ни Вашингтон, ни Москва об этом прямо не сказали. Ни Трамп, ни Путин не сообщили ни о временном перемирии, ни о снятии санкций, ни о каких-либо сделках вообще. Информация появилась в сети от журналиста издания The Economist. Мне сообщили, что существует предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до встречи трехсторонних лидеров. Мы думаем, что небо подаст сигналы о предварительных результатах этих переговоров, сообщил мне источник. Следующая неделя будет интересной. Другое издание со ссылкой на свои источники говорит, что никто ни о каком перемирии не заявлял. Ни Путин, ни Трамп не сообщили о каких-либо значимых результатах их встречи или о предварительных договоренностях. Ничего не было сказано ни о возможности временного перемирия, даже воздушного, между Россией и Украиной, ни о снятии хотя бы частичном американских санкций с Россией в обмен на уступки, ни о совместных проектах России и США в Арктике или других регионах. Но только все такие прочные перемирия с Россией мы уже проходили много раз с 2014 года. Посмотрим, когда закончится это, если оно вообще настанет. Ведь Украина отвечает холодно, никаких подтверждений воздушного перемирия нет. Советник президента Дмитрий Литвин прямо об этом говорит. В Киеве ничего об этом не слышали. Саммит, который должен был стать сенсацией, обернулся туманом. И теперь вопрос только один. Что скрыто за этим молчанием? Провал или готовящаяся бомба? Встреча с Путиным прошла очень хорошо, как и ночной телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с рядом европейских лидеров, включая генерального секретаря НАТО. Все пришли к выводу, что наилучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной – это переход напрямую к мирному соглашению, которое бы завершало войну, а не к договоренности о прекращении огня, которая часто не срабатывает. На Аляске это прозвучало так, будто Путин держит поводок Трампа, предлагая ему, к примеру, поменять систему выборов. Президент США в прямом эфире заявил: Владимир Путин умный парень, сказал, что честных выборов по почте быть не может. И Трамп с этим легко согласился. Абсурд в чистом виде. Лидер Америки, лидер демократического мира цитирует человека, который берет 87% голосов на выборах при мертвой оппозиции и смерти Навального в арктической колонии. Теперь именно он будто бы определяет, что такое честная демократия в США. Даже на пресс-конференции, которая прошла до начала встречи, Путин выглядел как властелин колец. Он вел себя как крестный отец, который просто сидит и позволяет всему происходить. Это был перевернутый саммит, потому что обычно происходят сначала переговоры, потом пресс-конференция, а затем уже фотографии. А здесь все было четко. Обе стороны знали, к чему все идет, даже если не подписывался документ. На Аляске ждали громкого прорыва, но все закончилось пшиком. Саммит Трампа и Путина, который подавали как историческую встречу, больше походил на плохо сыгранный спектакль. Обещанного прорыва не случилось и на пресс-конференции. Вместо полноценного брифинга с острыми вопросами по 12 минут скучных заявлений без единой возможности журналистам вмешаться. Санкции, которыми Вашингтон грозил Кремлю еще неделю назад, тоже исчезли из повестки. После 3 часов разговоров президент США сказал только: пока сделки нет, ее нет. Пока мы ждем критических подробностей обсуждавшейся темы, на первый взгляд кажется, что Трамп предоставил Путину легитимность, мировую арену, нулевую ответственность и ничего не получил взамен. Мы опасаемся, что это была не дипломатия, а просто театр.
В итоге то, что должно было стать прорывом, превратилось в унизительную пустышку. CNN назвал встречу безрезультатной, BBC – унижением США. И это, пожалуй, самые точные формулировки для исторического события, которого ждали миллионы. Министр иностранных дел Чехии разнес переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным и прямо сравнил их с Мюнхенским сговором 1938 года, когда Европа пыталась умиротворить Гитлера. По словам Липавского, история уже показала, чем заканчиваются сделки с диктаторами. Уступки не приносят мира, а только разжигают аппетит агрессора. Политика уступок насилию может обеспечить временное умиротворение, но прочного мира таким образом не добиться. Энтони Иден, июнь 1938 года. В то же время, как Трамп прислушивается к словам кремлевского диктатора и называет его умным человеком, Мелания Трамп передала Путину письмо о похищенных украинских детях. Довольным остался самый главный, по его собственному мнению, игрок этой партии. Виктор Орбан говорит, наконец-то все закончилось. Этому пришел конец. Сегодня мир безопаснее, чем был вчера. Пусть каждые выходные будут хотя бы такими же хорошими. Орбан празднует, Европа в шоке. Два ядерных гиганта перестали обмениваться ударами словами. Это конец эпохи вражды, пишет премьер-министр Венгрии. В МИД добавили, Будапешт с самого начала шел против Брюсселя и так называемых провоенных политиков Европы. Орбан аплодирует, Европа напряглась, а мир ждет продолжения. Саммит с президентом США – это всегда желанный результат для российских лидеров, особенно для такого, на которого выдан ордер на арест за военные преступления и который с трудом может путешествовать по многим странам. А теперь он прилетел в США, его буквально встретили на красной дорожке и со всеми почестями. Так что даже отсутствие итогов – это для России хороший результат. Они получили гораздо больше, чем имели раньше. Трамп, пригласив Путина, рассчитывал на гибкость по Украине и сделку, которую можно будет продать как мирный успех. Путин же, судя по итогам, на уступки не пошел. Или пошел, но так, что мы узнаем только тогда, когда Трамп отчитается перед Зеленским и НАТО. На переговоры отреагировал и президент Украины. Он уже созвонился со своим американским коллегой. Мы поддерживаем предложение президента Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина-Америка-Россия. Украина подчеркивает, ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого. Все детали касательно завершения убийств и окончания войны собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение. Британия идет ва-банк. Лондон готовится ввести войска в Украину сразу после объявления перемирия. Ни месяцы подготовки, ни долгие переговоры. Британские солдаты могут оказаться в украинских окопах уже через несколько дней после того, как стихнут выстрелы. The Telegraph утверждает, речь идет о сотнях военных инструкторов и инженеров, которые будут восстанавливать украинскую армию прямо на месте. Премьер-министр страны идет на резкий шаг. Он одобрил использование истребителей королевских ВВС для совместных патрулей над Украиной. Перемирие? Лондон заранее предупреждает, ни один российский самолет не рискнет пересечь украинское небо безнаказанно. Теперь над Донбассом или Херсоном вполне может пролететь британский тайфун. Пока Трамп мечется между уступками и угрозами, Британия просто берет и делает. Министр обороны Джон Хилли говорит, если по британским военным в Украине откроют огонь, ответ будет жесткий. Это уже не слова, а прямая угроза Москве. Лондон явно демонстрирует, он готов не только говорить о поддержке Киева, но и поставить на карту собственных солдат. В конечном счете, самым сильным средством сдерживания России от нового вторжения или перегруппировки сил является сила самой Украины. Готов ли Путин, как он утверждает, к миру и закончить ли войну, которую ведет в Украине уже 3,5 года, не достигнув ни одной из своих стратегических целей и потеряв 1 миллион убитыми или ранеными российских солдат? Украина получает новый козырь, Британия официально входит в игру на передовой, Россия получает новый вызов, а мир все ближе к тому, чтобы стать еще опаснее. Жесткие задержания, слезоточивый газ и автозаки. Картина привычная, теперь уже и для Сербии. Белград вспыхнул снова. Протесты в стране вышли из-под контроля. Вечером у штаба армии тысячи людей собрались против власти. Фаеры, петарды, дым. Полиция ответила слезоточивым газом и попыталась разогнать толпу. Столицей дело не ограничилось. Улицы охватили и другие города. Там тоже применяли газ, и протестующие шли до конца. Причина этого гнева – смерть 16 человек под обрушившейся крышей вокзала в Нови-Саде. Люди обвиняют власть в коррупции и халатности и требуют отставки правительства и досрочных выборов.
Выборы пройдут до установленного законом конституционного срока. Эти сроки истекут весной 2027 года. К тому времени компетентные институты будут решать, когда эти выборы состоятся, а не когда вы этого хотите или когда кто-нибудь другой этого хочет, потому что государство – это не игрушка. Сербия кипит уже месяцы, напряжение только растет, и улицы требуют ответа, а не обещаний. Вы, должно быть, удивитесь, но в России новый рекорд. Туда не спешат переселяться добровольно. Не может быть. Рекордный провал. Программа возврата соотечественников в Россию рухнула. За первые полгода 25-го в страну приехали всего 11,5 тысяч человек. Минимум за 11 лет. Для сравнения, год назад было 15 тысяч, а в так называемые золотые времена после 2014-го счет шел на десятки тысяч. И это неудивительно. Россия обещает переселенцам быстрый паспорт, подъемные и компенсации. Но на деле многих ждет военкомат и фронт. Эксперты признают, главный стоп-сигнал – обязательная служба для новых граждан. Бастрыкин, глава Следкома российского, открыто заявлял, десятки тысяч переселенцев уклонялись от учета, а 10 тысяч уже погнали на войну в Украину. По данным проекта Re-Russia, с начала войны в Украине Россию покинули сотни тысяч человек. Примерно 150 тысяч уехали в Казахстан и столько же в Сербию, около 100 тысяч в Армению, 90 тысяч в Турцию, более 70 тысяч в Израиль, почти 60 тысяч в страны ЕС и около 30 тысяч в США. Статистика Росстата, на которую ссылается издание The Economist, свидетельствует, за годы правления Владимира Путина до войны из страны эмигрировали от 1,5 до 2 миллионов человек. После вторжения эта цифра выросла еще на 800 тысяч, как минимум. Проект «Такие дела» приводит еще более высокую оценку. С 1999 по 2021 год Россию покинули свыше 5 миллионов граждан, а с учетом новой иммиграционной волны общее число уехавших, вероятно, превышает 6 миллионов. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.